Вот так вот ресторан крутится вокруг своей оси. Если слишком подойти к желтой линии, она начинает на всех орать. Как раз такой туалет, который я искал. Именно платный. Именно в таком состоянии, в котором сейчас видели. Сегодня опять попробуем этот парк. Посмотрим, он работает или нет, Ташкент-Ленд. Потому что мы переселились сюда вот именно из-за этого парка. Так, это уже второй день. Сегодня вторник. Понедельник сказали выходной. Вторник что? Опять выходной? Он закрыт на замок. Здесь вообще что-нибудь работает? В воскресенье он был открытый. У вас парк не работает? А, парк работает. Вход другой. Окей, блин. Он меня испугал. Оказывается, парк все-таки работает. У них есть другой, оказывается, вход. Я понимаю, вот вход. Но он тоже закрыт. В общем, оказывается, сегодня тоже выходной. Что-то нам не везет с этим парком. Ну его нафиг, наверное. Оказывается, у них выходные с понедельника по вторник. Именно в те дни, когда мы решили посетить этот парк. Так, шли. Напоролись на аквапарк. Он прямо рядом с Ташкент парком. Вход у них стоит, так, старше 12 лет 80 тысяч сум. Это получается $8. И для детей до 12 40 тысяч. Время пребывания в бассейне 3 часа. 3 часа. То есть, получается, это не на целый день, это на 3 часа. Только специализированных синтетических купальных костюмах. Шорты, трусы и другая домашняя одежда запрещена. Горки. Какие-то горки не работают. А как они следят за временем пребывания, интересно? Там указано только 3 часа. Потом что, выгоняют всех? Или потом начинается счетчик? Как говорится, садят на счетчик. Надо сначала загуглить, посмотреть, стоит ли сюда идти. Потому что мы все равно планировали в какой-нибудь аквапарк съездить. Мы подходим к вышке, но почему-то здесь нету входа. Здесь кругом забор по всей территории. Как к этой вышке подойти, непонятно. Взрослый билет 40 тысяч стоит, получается $4. И детский у нас 20 тысяч стоит. Необычно видеть город без гор. Здесь абсолютно нет ни одной горы. В Корее это будет гора на горе кругом. Единственное направление, где видна какая-то гора. Далее. Вот это весь аквапарк. Я так понимаю, там только 3 бассейна и горки. Несколько горок. Вот одна вышка с горками. Все, весь аквапарк. Люди съезжают с горки, они что-то периодически в середине горки останавливаются. И потом идут пешком. Там то ли наклон плохой, то ли воды нет, то ли еще какая-то причина. То ли тут трусы дырявые, за все цепляются. Вот так вот ресторан крутится вокруг своей оси. Я думал, весь этаж крутится. Такая подножка круговая. Она ходит вокруг своей оси медленно, медленно.
Даже при медленном мы тоже чувствуем, что немного так покачивает. Не покачивает, а даже, скажем, укачивает. Ценники, конечно, больше, чем в городе. Ну, что-то надо взять. Ну, честно говоря, мы не голодные. Чисто вот посмотреть на этот ресторан пришли. Я не знаю точно, как ресторан крутится вокруг оси. Видно, что он крутится, но очень медленно. Вот по заднему плану на мне. Но крутится так медленно, что за 15 минут мы сделали вот ход. Зашли оттуда. Мы сделали буквально 6-ю часть круга только. Короче, он никуда не крутится. Кстати, в таком заведении бабки тусят тоже. У них какой-то сходняк. Вроде бы и медленно, но так поташнивает слегка, потому что иногда он идет таким, так двигается, не просто плавно, а иногда с порывами, где-то как будто где-то замыкает. Я только стал привыкать к темпу, а пол перестал двигаться. Блин, тяжело будет так привыкнуть. Он то движется, то нет. Ресторан опять поехал, но он поехал в обратную сторону. Такие ребрышки обошлись в 13-15 долларов. 13 долларов. Так, бараньи ребрышки вышли 115, картофель фри 25, ванильный шейк 35. Но ванильный шейк такая гадость, они его не избили, это просто, не знаю, какой-то сироп. Обслуживание 20%, все вместе вышло 210 тысяч. Интересное решение установки кондиционера. Просто прорубить дырку, не заморачиваться в стекле. Причем этот кусок стекла, он до сих пор там. Что заморачиваться, делать дырку в здании, когда можно просто стеклышки. Вот точно так же. Вот еще одна дырочка. И опять кусочек стекла. Мне сказали, что здесь центр плова. А, ну да, центр плова. Здесь сразу делают лепешки, а здесь делают у них плов. Одна порция стоит 34 тысячи. О, ну здесь мощные казаны. Смотрите, сколько казанов у них. Здесь плов готовит. Здесь он только заготавливает. Здесь, получается, уже готовый плов. Ну, смотри, какой большой казанчик. Тоже заготовки для плова. Надо будет сюда зайти. Ну, жар здесь, конечно, и так лето, а здесь еще такой жар идет. Готовое мяско. Отдельная касса есть даже. А где люди сидят? А вон люди сидят. Здесь столы на улице. Здесь столики. И, я так понимаю, есть еще помещение внутри. Здесь делают соки, в основном апельсиновые, но нам посчастливилось попасть именно на арбузный сок. Стоит 15 тысяч, $1,5. Ну-ка давай. Арбуз, да. Ну, арбуз немного не сладкий. Я так хочу взять вот плова и здесь сесть, сделать посиделки. Но, блин, мы только что с этой башни уже поели. Широкие тротуары, большая площадка до зданий жилых, потом опять газон с другой стороны. Ну, а опять же таки, тот же самый арык
Здесь как бы оберегли пешеходов. Пешеход теперь туда не упадет, но автомобиль заедет. Опять эти глыбы. Вот как они будут их испражнять? Зачем такие каменные делать? Как будто их кто-то унесет. Так, это у нас, понимаю, метро. А? Да, метро, но при том оно никак не помечено, что это метро. Ну-ка. Я не вижу никаких обозначений. И здесь и нету. Там тоже нету. Как люди знают, что это метро? Что это не просто подземный переход? Или все подземные переходы это метро? Вот здесь дорожка для экстремалов. Для экстремалов на колясках. По запаху, когда заходишь, пахнет почему-то шинами. Да, шинами. При том, что в метро сами вагончики, они же не на резине, а пахнет именно как будто жженая какая-то резина. Здесь монеток, получается, жетонов нету, есть QR-коды на бумажках. И в первый раз я увидел 100 сом. За все время вот такая вот монетка. Вот такая фигня. Стоит ведро. Эти билетики в дальнейшем уже не понадобятся. Так, теперь нам надо понять, на какую сторону нам выходить. Мы решили просто прокатнуться по метро. Станция называется Шахристон. Ну, конкретно эта станция, она ничем не примечательна. Просто колонны и мрамор. Ташкентское метро, оно должно быть самое, по-моему, второе по красоте после московского быть. Здесь какой-то такой специфический запах, как будто эти поезда ездят не на электричестве, а то ли на солярке, то ли на чем-то, то ли это жженая резина. Но резина, как я говорю, у них-то колес нету. Что-то непонятно. Что за запах такой? Как будто переработанного чего-то. Но они 100% на электричестве ездят. Здесь стоит сотрудник, ругается. Если слишком подойти к желтой линии, она начинает на всех орать. Это у нас следующая станция. Мы просто решили выйти на самый первый, посмотреть, как и чем отличаются станции. Потому что каждая станция, она должна быть уникальна в чем-то. И, я так понимаю, разные архитекторы были, разный дизайн, соответственно. Скамеек, конечно, здесь и не хватает. Будет здесь больше народу. Здесь не хватит всем просто тупо сесть. В метро нет никакой индикации, какая это станция, какая будет следующая станция. Хоть и есть монитор, но он используется чисто для рекламы. Никаких других индикаторов нет. Вот сейчас мы проехали станцию, а я не знал, какая это станция. Мы ее проехали. Там идет только объявление, почему-то только на узбекском языке. Объявление только на узбекском.
чтобы выйти к нужному выходу, это надо опять спуститься в метро. Они между собой никак не соединены. Так, эта станция у нас Амир Тимур. То ли мы поздно пришли, то ли изначально это место не работает. Это музей Амира Тимура. Касс нету, непонятно откуда заходить. Ни касс, ни дверей, все двери закрыты. Короче, все закрыто. Куда эти люди делись? Хочется в туалет. Туалетов в метро не видел. Здесь все-таки парк, здесь, наверное, где-то есть туалет. О, сколько зелени. О, как здесь прохладно. По-моему, это туалет. Да, туалет. Туалет в парке рядом с Амира. Как называется? Музеем Амира Тимура. Так, судя по входу, я так полагаю, эта штука платная. Вот посмотрим, как платный туалет выглядит. А где у вас туалет? Отсюда? Платный? Сколько? 1000. А где туалет? Вот, заходи. А, так, за двоих? Давай, проходите. Так, писсуарчики, кабинчики. Крис, ну какая хаджмага? Да, толчки. Бумаги нету. Запах мухи. Все присутствует. Писсуаров столько, что на целую футбольную команду хватит. Внутри, я так понимаю, у сотрудника и его друзей идет большая дискуссия на весь туалет. Если девочки захотят сходить в туалет, то в парке это им не удастся. Здесь туалет только для мальчиков. Там идет маленькая струя воды, через которую можно что-то помыть. Я говорю тихо, потому что сзади привязался какой-то шпион. Все подслушивает, что я на них стучу. В общем, туалет. Как раз такой туалет, который я искал. Именно платный. Именно в таком состоянии, в котором сейчас видели. Но это хорошо, у них есть обручи. Раньше я видел туалет без обручи. Там непонятно было как. Ну, возможно, залазить ногами надо было. Туалетной бумаги нету. Вонять, ну, сами понимаете, общественный туалет, мухи и все дела, это все присутствует. Кстати, ценник в туалет стоит 1000 сом. 1000 сом это 100 копейками, 100 вон по-нашему, то есть 10 центов где-то. Хотим куда-то сесть, уже находились в парке, почему-то нету скамеек. Я так понимаю, этот парк только для гуляния. Здесь отдыхать здесь тупо негде. Какой-то университет перед входом. Как они попадают в этот университет? Да, дорожки нету. Вот нам сейчас надо выйти на ту сторону, мы не можем
Я думал, там, наверное, вход, может быть, будет дорожка, но это уже замуровано все. Вот еще одна вариация для экстремалов на колясках и велосипедах. Kan du sa? 내가 있어. 내가 있어. На зеленый свет все равно проезжает. Ну, чувак, зеленый свет горит. Вон тоже зеленый свет горит. Топит вовсю. 초록색, 초록색. 진짜. Кем? Так, Япономама нам обошлась 278 300, это где-то 20. Вечером гулять в Ташкенте, по-моему, по всему Узбекистану, там такая, скажем, благодать. Хоть здесь и пахнет газом кругом, но сама погода, она такая прохладно теплая. И самое удивительное, нет комаров. Вообще нет комаров. Я за все время, за 4-5 дней, не видел ни одного комара. Поэтому вечером гулять вообще идеально. Мы в Корее пытаемся вечером где-то находиться в помещении в связи с тем, что нас комары задолбают. Тоже какой-то узбекский, по-моему, франчайз. Я сначала думал, лотерея, что ли. Очень много здесь появилось своих франчайзов. Мы когда были в шоппинг-моле, только одних пиц с каждой стороны, там то ли по 3, то ли по 4 ресторана было, и все они франчайзы. У кого-то есть клиенты, у кого-то нет, но они подготавливают такую же еду, как и у соседа. Поэтому как у них этот бизнес идет? У них есть KFC. KFC는 안 가봤고 가보자. 맘스터치가 Бургеры начинаются от 20 тысяч сом, от $2. Самый дорогой 3,5. Сколько бакеты с курицей? 16 долларов. 10. Единственное, что одинаковое, это мороженое, которое у нас стоит 500 копеек, здесь точно так же. 500 вон. У людей нету чувства очереди. Этот чувак передо мной, один
Один сначала залез, теперь этот залез. Видит, что я стою, встает без очереди. Бестактность вообще. Здесь, короче, кто первый встал, я так полагаю. В общем, поедем мы в зоопарк. Меня друзья отговаривают, говорят, не надо травмировать ребенка. По питанию здесь также все грустно. Вот мороженое должно быть. Мороженое, должны быть какие-то снеки продаваться. Потому что люди, которые в парке, они же где-то должны питаться, хотя бы делать какой-то перекус. Как можно на платной территории поставить туалеты и за нее снимать деньги? Стоит это 2. Хотите камеру включить, я красиво объясню. Монтаж здесь жареный получается. Ну, национальный получается. Самсушки с мясом. У нас, смотрите, у нас это получается домашнее, очень вкусно. И манты вареные получается. Очень вкусно, да? Приятного вам аппетита.